Перед самым боем пошел дождь. Граф Варвик не имел привычки спешиваться во время битвы и, бросив своих людей в сражении, обычно садился на коня. Если все шло хорошо, то он вступал в схватку. А если плохо… Как вы себя чувствуете, господин граф? Спасибо, хорошо. Ну тогда еще немножко. Если все шло хорошо, то он вступал в схватку, а если плохо, то он заранее скрывался. В этот раз его брат, маркиз де Монтегю, который был очень храбрым рыцарем, заставил его спешиться и отослать лошадей. И так обернулись дела в тот день, что погиб и граф, и его упомянутый брат. Уберите это. Монсеньор, прошу простить меня за то, что не могу встретить вас должным образом. Сидите, сидите. Моя рана не позволяет мне сделать это. Монсеньор, я не могу поверить своим глазам. Вы в этом жалком жилище. Слишком много чести для такого маленького человека, как я. Я приехал туда, где находится мой страждущий друг, чтобы узнать о его здоровье. Помилуйте, принц, мне показалось, ваше высочество произнесли слово «друг». Вы сказали это слово? Да. Я произнес его, любезный граф. Как вы себя чувствуете?
Гораздо лучше. Меня недурно лечат. Мэтр Реми утверждает, что не пройдет и 8 дней, как я встану и смогу приступить к выполнению своих обязанностей. Реми? Но ведь так зовут лекаря господина де Бюсси. Да, это он. Господин де Бюсси ссудил мне его на время моей болезни. Значит, вы очень дружны с Бюсси? Да. Это мой лучший и, следовало бы сказать, единственный друг, монсеньор. Ну, коль мы заговорили о друзьях, а для меня нет более приятной темы, то позвольте мне представить вам своих друзей. Ну, Арельи вы, конечно, знаете. Рад видеть. А это госпожа Габриэль. Она сердечный друг моей сестры, королевы Наварской. Господин де Монсоро, Которую, к слову сказать, заинтересовалась вами я давно сразу, не как только видел. вы появились при дворе. О вас рассказывали такие волнующие легенды. Будьте любезны, удовлетворите мое любопытство. Расскажите мне, пожалуйста, об охоте. Прелестная госпожа Диана. Я счастлив видеть вас. Признаться, я ужасно расстроился, узнав, что вы отбыли в Париж. Я просто не находил себе места. Более того, это ускорило мое возвращение. В знак того, как я ценю вашу дружбу, позвольте преподнести вам милый пустячок. Я... Расскажите мне, граф, не будьте таким скрытым. Арельи. Ну? Что это? Что это, монсеньор? Я хотел бы посмотреть, что это такое. Ну, конечно, это всего лишь стилет. Графиня не сможет принять от вас такой дорогой подарок. Но это же пустяк. Нет, монсеньор, это слишком большой знак вашего внимания. Вы так думаете? Ну что ж, если это имеет для вас такое большое значение, примите вы. Ведь вы охотник, и любое оружие вам к лицу. Благодарю вас, монсеньор. Может быть, наймем карету, господа? Прошу направо, господа. Ну вот мы пришли, господа. Ну как? Неплохое местечко. Я думаю, и солнце нам не будет мешать. Что за прелестный уголок? Посмотрите, господа, как твердо стоит нога на этой земле. Да, это так. В таком случае я надеюсь, что всех устраивает это место. Мои друзья и я подумали и решили, что вы охотно согласитесь прийти сюда вместе с нами в один из ближайших дней, чтобы составить компанию господину де Бюсси, который оказал нам честь и вызвал всех 4 разом. Бюсси. Он ничего нам не сказал. Как? Но мы надеемся, это не меняет дело. Я полагаю, что вы согласны, господа анжуйцы? Разумеется, согласны. Мы польщены столь высокой чести. Отлично. Ну, а теперь, если вам будет угодно, пора выбрать себе противников. Меня это устраивает. И в этом случае я... Нет ли воров?
Предоставим Господу Богу разделить нас на пары. Бросим жребий, господа. Жребий? Ну что ж, пожалуй, мы не против. Да, но прежде чем мы выберем наших противников, нам надо договориться об условиях боя. Поскольку не подобает договариваться о правилах поединка после выбора противника. Нам нечего возразить вам, господин де Бюсси. Вы отлично знаете все тонкости дела. Да что тут договариваться? Все просто. Будем драться насмерть, как сказал господин де Сен-Люк. Разумеется, нас. Но каким оружием мы будем драться? Я думаю, шпага и кинжал, поскольку мы все владеем этим оружием. Пешие? А зачем вам конь? Он только связывает движение. Пусть будет так, пешие. Простите, господа. А какой день? Чем скорее, тем лучше. Браво. Нет, позвольте, господа, но что касается меня, то я должен уладить 1000 дел. Написать завещание, например. Простите, но я предпочел бы подождать. Тем более, что лишние 3-4 дня лишь подогреет наш аппетит. Речь храбреца. Да, господа. Ну, раз мы договорились, давайте, наконец, бросим жребий. Да, господа, как любезно заметил господин де Келюс, я действительно разбираюсь во всех тонкостях дела. Поэтому я кое-что предусмотрел на этот случай. Я надеюсь, вы доверяете мне, господа? Разумеется. Мы полностью полагаемся на ваш опыт, господин де Бюсси. Тогда будьте любезны, господин де Келюс, пригласите кого-нибудь из ваших пажей. Пожалуйста. Жан-Поль! Арвиль! Я здесь. Да, сударь. Ну что, ты приготовил все, что я приказал? Да, господин граф. Так вот, господа, это наши имена. А это, господа, ваши имена. Начинай. Шомберг. Теперь ты. Леваро. Келюс. Дантраге. Мажерон. Рибейрак. Де Пернон. Де Бюсси. Ну что ж, господа, жребий. Есть жребий. И теперь, господа, до дня сражения мы принадлежим друг другу. Мы друзья на жизнь и на смерть. И по этому поводу я приглашаю вас всех на ужин. Недавно господин де Сен-Люк показал мне одну славную харчевню, совсем недалеко от Лувра. Я думаю, что этот ковчег приютит нас до утра. Ну, слава богу, здесь все по правилам и без интриг. Кстати, мне нужно навестить еще одного дуэлянта. Известно ли вам,
Граф, что очень многие просят короля передать им вашу должность главного ловчего. Под каким же предлогом? Они уверяют, что вы мертвы. Но монсеньор отвечает им, что я жив. Я ничего не отвечаю. Вы хороните себя, дорогой мой. Значит, вы мертвы. Вы живете в такой лачуге, где невозможно принимать гостей. А главный ловчий Франции должен давать приемы, держать слуг, иметь хороший выезд. Да, все это так. Но я не люблю принимать гостей, от них слишком много шума. Я не смогу изменить моим привычкам, даже если мне придется потерять должность. Вот как? В моей жизни есть вещи поважнее. Стало быть, честолюбие вам чуждо. Что поделать, таков уж я. Ну, раз уж вы таков, вы не найдете ничего дурного в том, что об этом узнает король. А кто ему скажет? Проклятие! Если он меня спросит, мне, безусловно, придется рассказать ему о нашем разговоре. Ну, монсеньор, если королю рассказывать обо всем, что говорят в Париже, у него ушей не хватит. А о чем говорят в Париже? Ну, разве мне, бедному раненому человеку, можно знать об этом? Жизнь проходит там, за стенами этого дома. Я лишь изредка вижу ее тень. Если же король недоволен тем, как я исполняю свои обязанности, то он не прав. Это почему? Потому что несчастье, случившееся со мной, произошло отчасти и по его вине. Что вы хотите этим сказать? Ну, посудите сами, монсеньор. Разве господин де Сен-Люк не принадлежит к числу близких друзей короля? Разве секретному удару, которым он продырявил мне грудь, его научил не король? А разве сам король не мог подстрекнуть Сен-Люка к ссоре со мной? Разве всего этого не может быть? Вы правы. Вы правы. Но король есть король. До тех пор, пока он не перестает им быть. Прощайте, граф. Уехал? Да, сударь. Реми. Осторожнее, сударь. Что вы делаете? Встаю, черт возьми. Но нельзя вставать, сударь. Потому что я хочу защитить свою собственную жену. Я спас ее от когтей этого чудовища в Меридоре вовсе не для того, чтобы он сожрал ее здесь, в Париже. Сударь, вы слишком долго прожили в Испании, а в Париже нет моды ревновать. А с каких это пор, сударыня? Вы так тонко разбираетесь в парижских модах. А, впрочем, вы легкомысленны и тщеславны, как и все женщины, я не виню вас. Но, по-видимому,
вашему самолюбию. Льстят настойчивые ухаживания подлеца королевской крови. И напрасно вы полагаете, что вам удается это скрывать. И если вы, сударыня, думаете, что он испытывает к вам настоящее чувство, страсть или даже любовь, то вы ошибаетесь. И мой долг объяснить вам, что гнусное вожделение заменяет этому грязному псу любое настоящее чувство. Сударь, вы напрасно растрачиваете свои силы. Сядьте. Сядьте, сударь! Сядьте. И спокойно расскажите, что вы собираетесь предпринять. Готовьтесь к отъезду, сударыня. Мы покидаем Париж и отправляемся в Анжер, в мое родовое поместье. Поверьте мне, это настоящий замок, попасть в который будет гораздо труднее, чем этот дом. Господин граф, но вы не можете покинуть Париж. Это еще почему? Ну, потому что вы потеряете вашу должность. Да. Может быть. Но зато я спасу свою собственную жену. Господин граф. Что? Простите, но там пришел какой-то господин, по виду дворянин, но назвал себя просто Шико. Он хочет вас видеть. Шико? Королевский шут, назойливая муха, которая жужжит и кусается, чтобы заставить уважать себя. Ох, с каким удовольствием я приказал бы своему конюху спустить его с лестницы. Но ведь он может появиться у меня дома только по приказанию короля. Пусть войдет. Господин де Монсоро. Добрый день, графиня. Боже, какая чудная птичка. Какая прелесть. Маленькая моя. Обожаю птичек в клетке. Какое-то важное дело привело вас ко мне, господин Шико? Нет. Впрочем, можем поговорить. Оставьте нас. Какой замечательный вид у вас из окна. Угу. Мне тоже нравится. Однако, я думаю, вы пришли сюда не для того, чтобы полюбоваться видом из моего окна. Ну что, господа, вы пришли, я прошу вас. Давайте, расходитесь дорогу. Это милое заведение мне знакомо. Господин Декелюс, не здесь ли ваши лакеи орали смерть ему? Господа, оставим старые отношения до конского рынка. Сюда мы пришли веселиться, черт меня побери, а? Господа, прошу вас, проходите. Ваше посещение – большая честь для меня. Я счастлив служить вам, сударь. Вы знаете, кто я? Как же, кто же не знает? Я был бы просто невеждой, если бы я не знал полковника Дэвиса.
Ну, в таком случае сослужите мне службу, милейший. Накормите от души моих друзей. Где прикажете накрыть стол? Вот здесь, хозяин. Немедленно будет исполнено, сударь. Эй, там, все ко мне! Шевелитесь, шевелитесь! Любезный господин де Монсоро, вы знаете, в последнее время при дворе ходят слухи о том, что вы умерли. И это известие ужасно опечалило нас. Потом стали говорить, что вы живы, но тяжело ранены. В конце концов, его величеству надоели эти сплетни, и он поручил мне выяснить, каково же истинное положение вещей. Но теперь, я надеюсь, у вас больше никаких сомнений нет относительно моей смерти? Да нет, граф. У меня есть все основания не верить этому. Правда, вы очень бледны. А на щеках целое факельное шествие, какие-то багровые пятна у вас на шее и глаза чересчур блестят. Все это, граф, явные признаки лихорадки. А мои познания в медицине мне говорят, что лихорадки у покойников не бывает. Безусловно, вы живы, граф. Я очень рад, господин Шико, что вы пришли к такому убеждению. Прошу передать Его Величеству, что через несколько дней я смогу приступить к исполнению моих обязанностей главного ловчего. Это будет весьма кстати, граф. Вы знаете, в последнее время Его Величество часто интересовался вами. Да-да. Но вы как-то так внезапно отбыли в Анжу. Господин Шико, видите ли, дело в том, что я Помогите мне встать. Конечно, конечно. Благодарю вас. Я всем сердцем люблю Его Величество, короля Франции. И в то же время я всей душой предан монсеньору герцогу Анжуйскому. Но я не настолько близок к Его Величеству, чтобы иметь возможность ему советовать. Поэтому я поспешил сообщить монсеньору герцогу Анжуйскому о том, в какую глубокую скорбь повергла Его Величество распря, устроенная врагами дома Валуа. И принц внял вашим словам? А как же? Наш дорогой принц – это золотое сердце. Он сказал, что он готов пожертвовать своими кровными интересами ради сохранения братской любви. Господин граф. Да, сударь? Я всегда полагал, что вы у нас только главный ловчий, а вы, оказывается, практикуете советником по семейным делам принца. Позвольте мне вас покинуть, господин де Монсоро. Я спешу к Его Величеству передать заверение в вашей преданности и в вашу готовность приступить к своим обязанностям. Прошу вас, сударь. Этот действительно болен. Интриговать по-настоящему он не способен. Интересно, чем занимается любимый брат короля. Куда вы, сударыня? Я иду отдавать распоряжение по поводу нашего отъезда. Мы никуда не едем. Я не расстанусь с должностью главного ловчего, не подам в отставку. Я по-прежнему буду исполнять свои обязанности. И клянусь вам, сударыня,
Я сумею защитить вас от преследований гнусного негодяя. У меня есть одно средство, чтобы обуздать его. Разделите со мной вашу печаль, монсеньор. Я размышлял о судьбе милой Франции, отданной на произвол слабовольному распутнику. Ах, мой принц, скоро у вас будет достаточно могущества, чтобы изменить ее судьбу. Ведь победа в Анжу воодушевила ваших тайных и явных союзников. Да, но они связывают мое дело с происками гизов. И еще на моем пути стоит этот Монсоро. Иногда я думаю, что он испанский шпион. Неужели, мой принц? Что ж, это вполне подходящий предлог, чтобы отправить Монсоро на виселицу. Да. Но с этим не надо спешить. Ведь это только предположение. Однако я не успокоюсь, пока не отомщу ему за его вероломство, за наглость, с которой он посмеялся надо мной его сеньором. Кстати, жена тоже нуждается в хорошем уроке. Как надменно она вела себя со мной. Это провинциальная дворяночка. Она даже не снизошла до того, чтобы поблагодарить меня за подарок. Монсеньор. Я желаю, чтобы все ваши замыслы осуществились. Эй, вы там! А ну неситесь сюда, все это дьявольское зелье! Я берусь пить один против вас всех! Будем пить до утра! Пока черти не вынесут нас отсюда дорога! Вы мне всегда были очень симпатичны, господин Декелюс. И мне, право, очень жаль, что мы с вами находимся по разные стороны стола. Да и вы мне были всегда симпатичны, граф де Бюсси. Если честно, я вам всегда немножко завидовал. Вы? Да. Завидовали мне? Вам? Да, казалось бы, я счастлив, потому что я взял от жизни все. Войну, славу, черт меня побери, даже любовь. Но я предвижу унылую вереницу лет, когда я буду жить лишь какими-то воспоминаниями о лучших минутах моей жизни. Вы, как умный человек, должны меня понять.
Я не думаю, что все так печально, граф де Бюсси. Слава богу, что не в нашей власти изменить установленный человеку порядок. Но каждому Творец отмеряет из его собственного ковша. И если вам даровано сверх обычной меры, дерзните восстать. И вы займете положенное вам место. Если не здесь, то там. Здравствуй, Марикита. Добрый день, господин Шико. Извините, я очень занята. Добрый день. О, что у вас Шико. здесь происходит? Не женится ли случайно господин де Бюсси на вашей племяннице? О, что вы? С чего это вы взяли, господин Шико? Но доложу я вам, если бы он на ней женился, то он бы не прогадал. Какое коварство, мэтр Банама, вы же обещали ее мне. Я обещал? Ну да. Значит, так и будет. Одну минуточку, господа! Хересу! Только вот непонятно, в честь чего эти гастрономические маневры, эти фонтаны Хереса. О, господин де Бюсси помирился с придворными сеньорами, и у них по этому поводу обед. Шикарнейший обед, доложу я вам. Поверьте мне. Вам верю. Ну что ж, мэтр Банама, Бог в помощь. Прощайте. О, лучше до свидания, господин Шико. Иду, господа! Этого не может быть. Они заклятые враги. Вот если бы они были друзьями, им незачем было бы напиваться вместе. Мерзавцы. Мерзавцы! Да успокойся ты, Генри. Очень глупо с твоей стороны портить себе кровь из-за таких людишек. Они смеются, пируют, поносят твои законы. Ответь на это, как подобает философу. Они смеются, будем смеяться и мы. Они обедают, прикажем и мы подать нам что-нибудь повкуснее. Они поносят твои законы, ляжем спать. Ах, сын мой. Терпение. Такая прекрасная добродетель. За неимением других. Меня предали! Предали! Эти люди даже не представляют, как должны себя вести настоящие дворяне. Я тебя не понимаю, Генрих. Ты тревожишься о своих друзьях, ты их оплакиваешь, словно мертвых. А когда тебе говорят, что они не умерли, ты все равно продолжаешь страдать и жаловаться. Нет, ты неисправим. Вечно ты ноешь, Генрих. Давай что-нибудь перекусим, а? Вы сегодня неприятны и раздражаете меня, господин Шико. Послушай, а ты бы предпочел для каждого пару хороших ударов шпагой в живот? Будь же все-таки последовательным. Я предпочел бы иметь друзей, на которых можно положиться. Клянусь святым чревом, положись на меня.
Господа, король отпускает вас. Государь, мы хотели сказать вашему Что? величеству, Что вы уже протрезвели? Не так ли? Простите, но ваше величество ошибается. Я не ошибаюсь. Я не пил анжуйского вина. Во всяком случае, дайте нам возможность объясниться. Я ненавижу пьяниц и изменников. Государь, выслушайте нас. Молчать! Выслушайте нас, ваше величество. Терпение, господа. Его величество плохо выспался, ему снились скверные сны. Я уверен, что если он соизволит нас выслушать, то настроение нашего высокочтимого государя исправится. Государь, выслушайте нас. Ваше Величество, выслушайте нас. Мы просим вас, государь. Пошел вон! Кто такой? Говорите, только покороче. Можно и покороче, государь, но это будет трудно. Конечно. Чтобы ответить на некоторые обвинения, придется вертеться вокруг да около. Нет, государь, мы пойдем прямо. Вашему величеству известна только половина того, что произошло. И беру на себя смелость заявить наименее интересная половина. Да, мы обедали с господином Бюсси. Никто из нас не станет этого отрицать. И славно обедали, черт возьми. Обед был превосходным. Там было одно вино, оно мне показалось восхитительным. Мерзкий немец. Он падок на вино. Я давно это подозревал. Я в этом был уверен. Я его видел раз 20 пьяным. Не в этом суть, государь. Речь действительно идет об очень важном деле. Разумеется. Если жизнь 8 доблестных дворян кажется вашему величеству достойной того, чтобы заняться ею. Что ты хочешь этим сказать? Мы ждем, чтобы король соблаговолил выслушать нас. Хорошо. Я согласен. Говори ты, Келюс. Я уже говорил, государь, что мы вели серьезный разговор, и вот итог нашей беседы. Королевская власть ослабела. Она под угрозой. Она похожа на тех странных богов древности, которые старели, но не умирали. Шли и шли к своему бессмертию дорогой смертельной немощи. Они могли сбросить с себя дряхлость и вернуть молодость только ценой жертвоприношения, когда какой-нибудь самоотверженный фанатик приносил им себя в жертву. Тогда, обновленные этой молодой горячей кровью, они снова становились сильными и могущественными, снова начинали жить. Так и ваша королевская власть, государь. Она подобна этим богам. Она может вернуть себе жизнеспособность только ценой жертвоприношения. Золотые слова, Келюс. Ты можешь смело проповедовать на улицах Парижа. Да, я ставлю тельца против яйца, что ты затмишь даже эту бочку красноречия, именуемую Гран-Фло. Продолжай, Келюс. Ты же видишь, что я тебя слушаю.